символика Манипуры. Если говорить в целом, что, конечно, большинство людей не способны воспользоваться позитивной информацией ни по спорту, ни по удержанию позитивного состояния, ни по имиджу, ни по этике. Да, в большинстве случаев человеком управляет привычка, с которой он ничего не способен сделать. Да, она его просто тащит. Да. Данная тема в целом по чакрам, она, конечно, приносит пользу человеку, который понимает, что он прежде всего душа, что основа души — это как раз и есть чакры, да, центры сознания, все основные программы сосредоточены там. Да, и основное благо, которое он может себе принести, оно как раз в этом состоит. Ну, по крайней мере, половина. Да, есть внутренний мир и жизнь. Половина — это изменение себя. Это тех программ, которые записаны в его сознании. Да, негативные программы притягивают неприятности и разрушают. Позитивные, разумеется, наоборот. По стремлениям на уровне подсознания Манипура — это воля, да, это сила, как чакра головы, да, духовное восприятие, интеллект, обработка информации, решение, аджна, сила воли. Вот роль аджны на уровне подсознания выполняет Манипура. Когда ее стремление реализовано, это сила для преодоления, для достижения целей. Сила духовная, сила энергетическая. Основные стремления в этом и состоят. Цель — достичь максимально возможной силы духовно-энергетической. Путь — это развитие, это изменение себя, чтобы к этой силе прийти. И ученичество — роль, в которой человек способен эти задачи решать. Развитие предполагает духовное развитие. Это решение основной задачи. Негативные программы устранять, позитивные формировать. Да, так, чтобы затем уже раскрывались системы. Да, это давало человеку соответствующее благо в виде качеств, талантов и способностей, в виде силы. Поэтому духовная в основном замена программ, энергетическая — это тренировка. Это спорт, это регулярное самовнушение, медитация, это тренировка. Быть учеником, в двух словах, что такое быть учеником, надеюсь, все прекрасно понимают. Способен научиться показать классный результат. Что значит не быть учеником? Все, у кого нет результатов, не являются в полной мере учениками. Они не способны научиться по множеству причин. Что-то отбрасывают, что-то переворачивают, что-то не делают. Где-то там, неважно, сомневаюсь, не понимаю, неважно. Ученик — это способен. Да, человек, который выстроил себя таким образом, что он способен брать информацию полно, не зевать, не отвлекаться, правильно ее понимать и правильно ее применять. Он к этому приспособлен. Человек, который не может, да, воспринимая информацию, превратить ее в результат, он не является учеником. Он не выстроил для себя соответствующие требования по внимательности, по уважению, там, по работе с критической информацией, по дисциплине, по самоотдаче и по многим другим показателям, которые позволяют человеку говорить: ты классный ученик. Принципы 6 ключевых, 3 из них прежде всего направлены на духовное развитие, то есть работа с информацией и собственным сознанием. 3 из них больше направлены на энергетическое развитие, то есть раскрытие энергетических способностей в конечном итоге. Во многом эти принципы определяют способность человека достигать тех или иных результатов в жизни и в целом развиваться, то есть реализовать основные стремления. Это необходимо как для достижения любых целей, и в том числе это условия, при которых человек способен эффективно развиваться. Первое — это ответственность. Да, конечная цель — ответственность за себя от мыслей до внешних проявлений и за свою судьбу. Да, по каждой цели, по образу жизни, там, множество задач. Да, ответственность что? Я за это отвечаю или мне должны? Ключевой вопрос. Или я обязан понять, все условия выполнить, наилучшим образом реализовать, и конечный результат говорит, насколько я умный, ответственный и все правильно сделал. Или безответственность. Я за это не отвечаю, мне должны, моя задача только оправдываться, почему я не делаю, почему не понимаю, почему это должны за меня сделать другие. Задача оправдываться и обвинять, кто мне помешал достичь классных результатов. Ответственность. Это моя судьба, это мой долг. Безответственность — всегда кто-то виновен, а я здесь ни при чем.
Да, такой человек без перспектив, у него нет никаких шансов на достижение результатов, потому что он вместо решения задачи плачет и ругается. Да, что ему еще остается? Он не тренируется, он не делает выводов. Как первый принцип ответственность, чтобы чему-то научиться или чего-то достичь. Я отвечаю, должен понять и сделать. До тех пор, пока не получится. Да, безответственность, за меня должны сделать другие. Кто же тебя будет делать, когда с утра до вечера вот ты сам собой все 24 часа в сутки, вот сам собой ты. Все остальные люди появляются на горизонте и уходят. Кто-то помогает, кто-то мешает. Ты отвечаешь за то, что ты делаешь с этой жизнью и самим собой. Второе – это самооценка. Она влияет на принятие любых решений, в любой ситуации. Смогу, не смогу, достоин, недостоин, заслуживаю, не заслуживаю. Да? Чтобы человек всегда имел мощный позитивный настрой, да, по манипуре по 3-му уровню, это динамичная самооценка. Неважно, сколько проблем. Если ты их выкашиваешь, в конце концов они закончатся. Неважно, сколько достоинств. Если ты их формируешь, их будет становиться все больше, ты идешь вверх, с максимальной скоростью, на которую способен. Если ты искренен. Ты действительно цель убрать все проблемы, ты к ней идешь, раскрыть все достоинства, все шансы использовать, ты к ней идешь, тогда ты развиваешь максимальную скорость, ты на максимум используешь свой потенциал. А то, что мешает, ничтожество я не могу, гордыня, я не буду это делать, корона мешает. И те бездельники, не способные к изменениям. Да, крайности всех видов и мастей. Следующий принцип, 3-й, заключительный по духовному развитию, это открытость к познанию. Множество преград перекрывают сознание человека. Гордыня. Да? Тебе говорит тот, кто находится на вершине, а гордыня человека, многого не достигшего, говорит, а я считаю, что это неправильно, поэтому информацию не принимаю. Или страх, или сомнение. Я боюсь, или я не уверен. Множество различных психоэмоциональных проблем блокируют человеку элементарно быть открытым и понимать то, что тебе говорят. Большинство людей не понимают то, что им говорят, не слышат. Дальше принципы по энергетическому развитию. Одно из ключевых отличий, собственно, в чем? Духовное развитие тоже усилия воли нужно прикладывать. Но если человек изменил свои программы, да, то они будут работать хоть 1000 лет, пока он их не отменит. Да, вот они работают, это программы нашего компьютера, все записали, так оно и есть. С энергетическим развитием, с энергией, с телом так не получится. Забросил тренировки и становишься обычным очень быстро. Если ты перестаешь работать с энергией, или с телом, или с волей, все это очень быстро деградирует. Да, поэтому упорная тренировка – это одна из основ. Первый принцип по энергетическому развитию – железная дисциплина. То есть что такое железная дисциплина в достижении любой цели? Ты определил план, и ты его сделал. Дисциплина – это способность выполнить взятые на себя обязательства. Наметил маршрут, и ты по нему идешь. У тебя для этого достаточно ума, чтобы понимать, что дают завершенные дела, когда ты доводишь начатое до конца, когда ты держишь слово. И достаточно, чтобы решить задачи возникающие, воля, чтобы преодолевать сопротивление на этом пути, ты способен достичь результата. Ты делаешь то, что должен. Человек умный, если он что-то может измерить. Ну, не что-то, а все, что нужно. Он может как-то это оценить. Если он способен оценить, да, что-либо, ну, по крайней мере, он некомпетентен в этом вопросе. Да, если взять там буддизм, то это одна из основ учения, да, умеренность. Всегда есть мера. Ее нужно понимать везде. Третье, что делает человека сильным и что его, собственно, делает воином, это бесстрашие. Там диапазон большой, но там, где человек стремится бесстрашие реализовать, для него открываются все дороги. Основная победа – это победа человека над собой. Твои страхи показывают приговор твоей судьбе. Да? И в идеале ты ничего не боишься, у тебя просто работает здравый смысл. Если это экстремальная ситуация, ты вменяемый человек, ты понимаешь, что нужно мобилизовать силы и сражаться.